Лучше, если что, отворачивайся. Или можно замьютить микрофон будет, если Ну, я что. что, если что, уйду. Пока мы все настраивали, Юля подавилась клюквой Из из компота. компота. Вот эта маленькая ягода попала Юле в горло. Юля начала кашлять И паниковать. и паниковать, да. Да, друзья, еще раз всем привет. Дело в том, что сейчас, я надеюсь, что сейчас проблемы с пропаданием нас не будет, что все будет сейчас хорошо. Пожалуйста, напишите, если вдруг будут какие-то проблемы, но сейчас все должно быть нормально. Да, снова всем Да, здравствуйте. снова всем здравствуйте. Я на всякий случай повторю то, что я говорил в другом, на этом же стриме пару минут назад. Я говорил, что я говорил о том, что сейчас на данный момент в России заблокированы все системы платежей, PayPal, MasterCard, Visa. Поэтому, друзья, на данный момент и в ближайшее время ничего купить будет нельзя на сайте. И вообще ничего сделать нельзя. То есть большим топором была перерублена, как сказать, перерублены все финансовые жилы России, да? Да. Вот, то есть все соединения с внешним миром. Такая вот изоляция. Это первый момент. И второй момент. Сейчас действительно многие сайты работают очень медленно, которые находятся вне России. Это связано с тем, что количество как бы источников интернета в Россию, да, количество глобальных линков, оно уменьшилось. Поэтому теперь интернет в России работает медленнее. Ну и плюс, Юля, давай сразу уж тогда скажем, что в России сегодня последний день, когда в России работает Инстаграм. Да, Россия отключает самостоятельно. Важно сказать, что это не санкция, Мгм. что Россия отключает от Инстаграма. И в целом в России заблокированы многие сайты, где можно получать информацию, например. Много чего заблокировано в России. Да, очень много чего заблокировано, ресурсов. Facebook заблокирован. Facebook, да. Что еще из такого самого, наверное, популярного? Ну, все альтернативные СМИ, Да, именно российские альтернативные СМИ. российские и И нероссийские нероссийские тоже, да. альтернативные СМИ. Да. В общем, происходит что-то невероятное. Если сравнивать время сейчас и время, когда был коронавирус, то коронавирус кажется какой-то детской игрой вообще. Я имею в виду в плане экономики, в плане сервисов, не в плане медицины. Да. Понятно, что коронавирус гораздо сильнее ударил по медицине. Да. Я сейчас говорю про Россию, друзья. Понятно. В Украине ситуация ужаснейшая. Хуже в миллион раз. Тут вопросов нет, друзья. Но давайте мы все-таки здесь про русский язык говорим, про Россию, поэтому я буду, конечно, говорить про Россию. Мгм. Вот. Да, давай тогда, может быть, ответим на пару вопросов, посмотрим, что люди пишут, что люди говорят. Спрашивают, какие новости вы получаете в России? Какие новости вы получаете в России, пишут. Ну, какие новости мы получаем в России? Друзья, это зависит от того, как бы, каков твой источник новостей. Есть разные источники. Да, сейчас многие СМИ заблокированы, да почти все альтернативные СМИ заблокированы, Мгм. но ты можешь читать эти СМИ с помощью VPN. Что мы и делаем. Да, ты можешь получать информацию на YouTube, ты можешь получать информацию с помощью Телеграма. Телеграм-каналы альтернативных СМИ по-прежнему существуют. Поэтому ты можешь в России находить любую информацию. Ты можешь найти информацию и такую, скажем. Поэтому
В этом проблемы нет. Информация есть абсолютно разная. Ну, зависит от твоего желания разбираться с этим, да, и действительно подключать VPN, находить телеграм-каналы с какими-то альтернативными точками зрения. А так, если мы говорим про телевидение, про основные газеты, сайты, которые не заблокированы, они все, конечно, придерживаются какой-то одной позиции. Да, спрашивают, у меня есть ли биткоины. Друзья, нет, к сожалению, я слишком консервативен. Оказался. Да, оказался слишком консервативным, слишком наивным. Поэтому нет, я пока еще я не взаимодействую никак с биткоинами, но у меня есть ощущение, что в ближайшие месяцы это будет обязательным. То есть это будет на уровне просто базовой финансовой грамотности. Мы уже сохранили себе всякие инструкции, Да, как иметь настроить биткоин. биткоин-кошелек, как с помощью биткоинов делать разные транзакции, потому что, ну, да. Вот. Видео зависло, но сейчас отображается. Хорошо, Оливьер, спасибо большое, что сообщил. Пожалуйста, говорите, если будут проблемы со звуком, громко или тихо, или если вдруг картинка пропадает, или если вам не нравится, например, прическа Макса, тоже говорите, может быть, я схожу и подстригусь, но это вряд ли. Так, хорошо. Значит, пум-пум-пум-пум-пум. Давай посмотрим, что еще пишут нам. Так, ну, давайте мы сразу будем как-то вот всех тех... Да, давай сразу выскажем по поводу... Есть сейчас очень... Ну, хотя не знаю, может быть, и мы дойдем до этого потом. Сейчас просто, может быть, проигнорируем все выступления, такие как у капитана планеты. Капитанской планеты, наверное, так правильнее. Итак, хорошо, значит, слушай, ну давай сразу ответим, чтобы ответить всем людям, которые говорят, что кровь украинцев в руках русских, русские там какие-то террористы, вы русские виноваты. Друзья, ну, не друзья, а те, кто это пишет. Я понимаю, что у всех эмоции, я понимаю, что у этих людей тоже эмоции. Если мы, если вы причисляете всех русских, если вы делаете их ответственными за то, что происходит, Я бы сказала, виноватыми. да, Не виноватыми, ответственными, а виноватыми. виноватыми, да, если все русские виноваты, то, ну, это очень странная логика. Это очень странная логика, потому что обычные люди, многие, я не знаю в пропорции, но очень значительная часть русских людей не поддерживает текущую ситуацию, это раз. И во-вторых, мало что может сделать ввиду текущей ситуации. Потому что, да, для многих из вас из Европы, из Америки очень просто сказать, что у нас здесь 100 тысяч человек, 500 тысяч человек вышло на протест. Русские, вы что? В России Вы не понимаете, что такое быть в России и быть против. и быть против. Да, вы не понимаете. Вот поэтому классно, что вы так легко можете в своей стране что-то менять, если вы так считаете. Но в России высказать какую-то альтернативную точку зрения – это не просто трудно, а это опасно для и твоей жизни, и тебя, и И твоих твоей близких. семьи, и так далее. Поэтому любой человек, который
придерживается альтернативной точки зрения сейчас и хоть как-то высказывается о том, что происходит, например, даже то, что делаем мы, это может иметь последствия. Этот стрим, наш предыдущий стрим, это уже может иметь последствия. И действительно, в России много людей, которые не поддерживают, которые против текущей ситуации, и многие из них были вынуждены уехать. Про это мы тоже поговорим. Но очень много сейчас видео с массовых протестов в Европе, да, там, в Грузии, в Турции, и это очень здорово. Мне кажется, это, очень важно для людей из Украины видеть, что весь мир их поддерживает. Но в России тоже люди выходят на протесты. Таких кадров мало попадает в международные СМИ, потому что иностранных журналистов там практически нет. И эти протесты не могут выглядеть так же зрелищно, как выглядят протесты в Берлине или в Тбилиси, потому что если ты выходишь с флагом, российским даже, не украинским, если ты выходишь с плакатом, ты, минут 5 простоишь там. И сегодня были массовые протесты в России снова, и сегодня опять тысячные задержания. Это факт. Да, тысячи людей Да. задерживаются, и Девушка вышла с пустым ватманом, там не было написано ничего. поясни, что такое ватман. Пустой лист бумаги. Пустой лист бумаги. Пустой лист бумаги. Не написано ничего, просто пустой лист бумаги. Сколько? 5 минут она не Да, простояла. и ее задержали даже не за участие в протесте, а вот именно по новым статьям, которые приняли в России 4 марта. Мгм. Эти статьи позволяют давать уголовные сроки за, любое несогласие. Да. И Юля знает, о чем она говорит, потому что она, Волонтер да, скажем так, она волонтер в правозащитной в организации. правозащитной организации, которая так или иначе помогает людям, которые в беде, людям в России. Поэтому, друзья, мы высказались по этому вопросу. Соответственно, там Captain's Planet и все остальные, если у вас есть еще какой-то внутри гнев, какая-то агрессия, то я предлагаю вам эту агрессию куда-то направить в другое место. И мне кажется, это будет неплохо. Мы прекрасно понимаем все эмоции, мы Да. понимаем, что эта ситуация эмоционально затрагивает огромное количество людей, Да. и нас тоже. Да. Хорошо. Ладно, с этим мы высказались, поэтому... Так, Джоанна как раз спрашивает, получаете ли вы раздражающие комментарии из-за того, что вы из России? Джоанна, ты можешь видеть это прямо сейчас. Даже в этом чате есть люди, и это, я не могу сказать, что это нормально, это скорее, это естественно, это понятно, это закономерно. Я абсолютно понимаю, почему многие иностранцы сейчас настроены агрессивно против многих русских людей или вообще против русских людей. Против России. Да, и против России. Это можно понять. Другое дело, что мне кажется, это не совсем правильно. И мне кажется, иногда люди допускают такую агрессию из-за непонимания, из-за эмоций и из-за непонимания того, что на самом деле происходит и как. Потому что когда ты не в России, тебе очень легко говорить, и особенно очень легко давать советы. Да, как это вложить, как там есть даже... Есть такая поговорка: чужую беду руками разведу. Вот, да, чужую беду руками разведу. То есть ты ты сидишь в другом месте и даешь людям, которые находятся почти в самом эпицентре, да, почти, то есть не в самом, конечно, ты им даешь советы, что делать. Это всегда немножко... Мне просто хочется, сказать, что в России есть протесты. Люди на них выходят, несмотря на все опасности, пишут, говорят, там,
понимая все, чем они рискуют. Это действительно есть. Мгм. Пишут, что очень плохая связь. Ну, друзья, плохая связь что? Напишите, пожалуйста, плохая связь что? Плохо нас слышно или плохо видно? Но, к сожалению, я не думаю, что можно будет как-то улучшить связь, потому что сейчас глобальные проблемы с интернетом, поэтому, к сожалению, вряд ли что-то получится сделать. Пишут, громкость хорошая. Так, хорошо. Ну, давай тогда, наверное, сейчас быстро пробежимся. Громкость хорошая. Кристин говорит про китайский язык, что он может быть полезным ресурсом для будущего. Кристин, может быть полезным, может быть не полезным для разных людей по-разному, но на данный момент я бы хотел заниматься другими вещами, которыми я пока заниматься не могу. Так, мы собрались, чтобы учить русский язык. Спасибо, что нашли время. Какое грустное у вас лицо. Раха, ничего, нормально будет. Эрик спрашивает, через Patreon еще можно платить? Эрик, Patreon пока работает, но из Patreon вывести как-то средства в реальность, в реал, да, очень затруднительно, почти невозможно на данный момент. Поэтому пока не работает ничего. Вот. Но ничего, у меня очень много энтузиазма, Всё поэтому, наладить. да, как минимум, просто на энтузиазме я еще могу долго продолжать. Так что вы, друзья, не надейтесь, что Макс просто так перестанет заниматься этим проектом. Нет. Так, хорошо. Значит, спрашивают многие про нас, про собрались ли мы уезжать и про то, Уезжают ли люди да, вообще? уезжают ли люди и можно ли уезжать. И, друзья, давайте мы потихоньку начнем отвечать на те вопросы, которые мы сами себе задали. У меня здесь есть 4 вопроса. Давай, Юля, как раз тогда начнем с этого вопроса про то, что сейчас очень многие люди, русские люди, уезжают из России. И многие, по-разному люди относятся к этому. Кто-то говорит, что люди уезжают ради какого-то комфорта, кто-то говорит, что это предатели Родины, Ой, да. предатели России, убегают. Уезжайте, не возвращайтесь, Да, говорят Юля, им. можешь, пожалуйста, прокомментировать это вообще? Какие люди уезжают из России? Как это происходит? Можешь рассказать? Действительно, уехало из России уже много людей, в том числе и среди наших знакомых. Да. Есть люди, которые уже уехали. И это вообще не про комфорт. То есть я иногда вижу комментарии от людей, из стран, куда сейчас приезжают россияне, что русские едут за комфортом. Вот там у них санкции, там у них все закрылось, они поехали за комфортом. Друзья, нет. Иммигрантская жизнь — это вообще не про комфорт. Очень многие уехали в самые первые дни, когда все началось, потому что здесь стало для многих опасно. Уехали журналисты, которые больше не смогли работать, потому что, приняли законы, которые мешают писать, что-то отличающееся от официальной повестки. Много журналистов уехало. Уехали деятели культуры, да, уехали, просто люди, которые чувствовали себя здесь в опасности или чувствуют себя здесь в опасности, потому что, как мы и говорили, если ты высказываешься, ты можешь оказаться в опасности, тебя могут посадить в тюрьму. И еще есть люди, которые уезжали и уезжают, и будут уезжать из-за тотального несогласия с тем, что происходит, и понимания того, что, ты не знаешь, что делать, ты не понимаешь, что ты можешь сделать, чтобы это перестало, ты в опасности, если ты говоришь,
но молчать ты тоже не можешь. Да, то есть получается, 2 есть, причины. То есть сейчас идет первая волна миграции, скажем так, из России Такая людей. Да, паническая. паническая, ну, паническая или менее паническая, более паническая, но все равно первая волна. И главная причина сейчас это как бы сохранение, быть в безопасности, да, быть в безопасности. И второй момент – это ты у людей как бы им сложно, им с точки зрения нравственности, с точки зрения морали, тем людям, которые уезжают, им сложно оставаться. Они не могут понять, как такое могло произойти, а, и поэтому они уезжают. Они не могут быть частью того, что как бы происходит здесь, да. Поэтому люди уезжают. Ну и, конечно, также, безусловно, люди уезжают, потому что они больше не могут, например, заниматься тем, чем они занимаются в России. Например, если человек работает на иностранную компанию, а очень многие IT-специалисты, какие-то программисты, там, дизайнеры, еще кто-то, они работают на западные или на любые другие компании, на иностранные компании. Соответственно, они не могут сейчас получить деньги, да. И здесь проблема не в том, что они едут куда-то, чтобы там плавать на яхте, и чтобы был какой-то ультракомфорт, пятизвездочные отели, шикарная такая лакшери жизнь. Нет. Люди просто едут, потому что ну, вот в один момент они не могут себя обеспечивать. Не у всех людей, а в России мало у кого есть сбережения, такие серьезные сбережения, да. Да. Поэтому если у тебя кончается работа, все. Поэтому работа, да, безопасность и нравственные и моральные какие-то принципы. Скоро, просто момент еще в том, что не все люди в России еще почувствовали санкции. Обычный человек, самый обычный человек, который никак не связан с иностранными компаниями, с там, долларом, например, еще с чем-то, для него пока почти ничего не произошло. Если он даже не смотрит телевизор, то, может быть, он даже и не знает, что что-то А если произошло. он смотрит только телевизор, а не пользуется, например, VPN или телеграм-каналами, то у него тоже, в принципе, пока Да, все нормально. да, да, именно так. К Потому сожалению, что так. те люди, которые получают информацию из нашего Телевизоры. любимого телевизора, они видят совершенно другую картину. То есть вот представляете, для, скажем, вас, да, ну, я думаю, что для 99% тех, кто нас смотрит, то, что происходит, это война. И это начало войны, да, ну или как минимум продолжение конфликта. Но для многих людей в России, кто просто смотрит телевизор, они не политические активисты, они не политологи. Это просто, не знаю, учителя, врачи, просто люди, которые живут в маленьких городах. И они привыкли доверять тому, что говорят по телевизору. Да, у них просто исторически много десятилетий они смотрят телевизор, у них просто это уже как, не знаю, почистить зубы, да, как умыть лицо. То есть всегда на кухне работает Фоном телевизор. работает телевизор. Это вот на кухне всегда работает телевизор. Ну, просто люди так живут, это как, я не знаю, это так же просто, как и смартфон, что у тебя всегда в кармане смартфон, а у людей всегда на кухне Ну телевизор. вот 451 по Фаренгейту, да? Вот Да. там вот как раз тоже была тема, что постоянно фоном работают экраны. Мгм. И те люди, которые ориентируются на официальные новости, ну, они живут в другом мире. Они живут в другом мире, и они живут в другой реальности. Это мы сейчас не оправдываем, мы объясняем, да, почему
есть люди, которые живут в совсем другой информационной среде в России. Они понятия не имеют, что происходит там, да, в Украине. Они живут за 5000 километров от этого места, за 10 тысяч некоторые, может быть, да даже если за 1000 километров, но у тебя другое информационное поле, и ты абсолютно не понимаешь, что происходит. Так, я Да. думаю, что это следующая тема про разделение общества. Следующая тема, да, и после этого мы еще прочитаем комментарии. Следующая тема – это то, о чем я говорил в последнем подкасте, но подкаст еще не вышел, он выйдет через несколько дней. Это тема это гипотеза про разделение общества, которая, это такая гипотеза, не я ее придумал, но мне кажется, она весьма верная. Это гипотеза, которая отражает сейчас два состояния общества. Одна часть людей или одна часть общества – это те, кто, может быть, не слишком склонен получать информацию из разных источников. Те люди, которые не путешествуют, не имеют А в загранпаспорта. России таких очень много. В России таких большинство. Большинство людей никогда не были за границей. И не имеют загранпаспорта. Да. Это люди, которые не склонны критически относиться к информации, которая приходит к ним. И они, вот как я говорил, они живут в этой информационной среде пропаганды, которая есть. И мне кажется, что, я не хочу, чтобы... Лучше послушайте, через пару дней выйдет мой подкаст, да, потому что это сейчас займет очень много времени высказать ту мысль, которую я высказывал в подкасте, да, это такая, многоступенчатая тема. Но суть в том, что часть общества поддерживает то, что происходит, а часть общества не поддерживает то, что происходит. И это две части абсолютно разные части общества. Та часть, которая поддерживает то, что происходит, у нее есть определенные характеристики и есть определенное понимание, почему эта часть действует так. Та часть, которая не поддерживает, у нее тоже есть определенные характеристики, например, индивидуализм и коллективизм, да, в общем понимании. И можно тоже понять, почему другая часть ходит на протесты, выступает и так далее. Вот сейчас, эти две части общества в России, они очень долгое время существовали, может быть, даже всегда, да, как с момента объединения. По крайней мере, последние 300 лет точно они существуют. И, может быть, 200 лет, ладно, давайте так. И вопрос в том, что сейчас, во время этого конфликта, мы можем четко увидеть, какие ценности у этих двух частей общества. Для одной части важна человеческая жизнь, да, индивидуальность. Для другой человеческие жизни не так важны ради какой-то глобальной идеи. Некое величие, Да, да? некая, великая идея мира. То есть мы должны сейчас провести военную операцию ради мира. Вот для этой группы людей, да, куда входим мы с Юлей, это абсолютно непонятно. Но для части людей это как будто реальность. Мы входим в ту группу людей, которая за человеческую жизнь, за человеческую свободу, просто уточняем. Да. И честно скажу, что для нас тоже очень-очень тяжело. И вот буквально в последние, наверное, дни как-то стало это, видимо, отношение, то есть, как сказать, психика, она должна как-то сохранять сама себя, Да. поэтому ты постепенно входишь в какое-то более-менее адекватное состояние, потому что еще несколько дней назад просто была постоянно
паника, по сути, паника, то есть непонимание того, что происходит А ты никому не можешь помочь, если ты разрушаешь себя. Ну, то есть никому легче не станет, от е того, что ты будешь сидеть и себя бить палкой. никому, да, это ничего не изменит. Я, ну, вот в копилку, разделения общества я хочу сказать, что, люди, которые, ну, вот против, да, люди, которые протестуют, они одновременно, ну, мое субъективное ощущение, плохи для всех. Они плохи для той части людей, которая поддерживает, потому что предатели Родины. Они плохи для власти, потому что предатели Родины. Мгм. И они плохи для внешнего мира, да, для украинцев, для, ну, вот всех остальных, кто считает, что, ну, они делают недостаточно. Вы можете лучше, вы можете там как-то активнее проявлять. И это, честно говоря, Демотивирует. ну, это просто, да, это просто жесть. Да. Потому что, То ну, есть ты просто один ну, вот и эта вот все. группа людей, да, получается, что остается только как-то вот находить тех, с кем у тебя совпали ценности, а, ну и все, потому что в остальном ты для всех плох. Да, это правда. Так, ладно, давай тогда у нас, Русский. да, про русский, но давай сначала, может быть, оставим это чуть-чуть на потом. Давай сначала ответим на пару комментариев, посмотрим, что пишут люди. Вдруг у нас какие-нибудь проблемы с микрофоном или еще с чем-то. Так, так, есть поезд из Санкт-Петербурга до Финляндии. Есть. Виноваты НАТО. Кто виноват в этой войне? Виноваты 200 тысяч. Так, ну понятно, что да. Ладно. Ну, я думаю, что мы, да, Да, не ну будем это мы не будем комментировать. игнорировать вопросы такие. Так. Мгм. Спасибо, Мухаммед Саад. Да, я абсолютно согласен. Гендальф поможет мне. Да, действительно, Гендальф мог бы помочь. Очень было бы хорошо. Так. О, смотри, мы поем сегодня, Russia да, Russian Letland and Ukraine. и украинские Украинские песни. песни, да. М, Ну вот видишь, как да, в хорошо. поддержку. Так, Федерико пишет: "Зачем или для чего блокировать социальные сети только в России? Какая цель? Это не имеет значения. Как думаешь, Макс?" Мне кажется, у государства, наверное, есть план, но никто не знает какой. Федерико, никто не знает, но я могу попробовать объяснить. Юля что-то может добавить. Да? Вопрос у Федерико: почему в России российские власти блокируют социальные сети? Facebook, Инстаграм. Instagram и так далее. Я думаю, что просто Россия сейчас, я имею в виду власти России, да, когда я говорю сейчас Россия, я имею в виду власти сейчас России. Власти России пытаются изолировать страну. То есть, как сказать, то, что сейчас происходит, это полное отделение России от Европы. Все. То есть в 90-е годы, когда после перестройки началось вот это открывание России для всего мира, появился Макдональдс, Кока-Кола, люди стали ездить за границу, то есть Россия открывалась Европе. Потом был период не очень, да, такой понятный, ну, понятный, но неважно. Но на данный момент происходит полное
как бы изоляция от Европы. Сейчас власти России пытаются абсолютно изолироваться и создать по аналогии, видимо, с Китаем, свой Рунет, все свои сервисы. Потому что российские власти понимают, и это многие об этом говорят, я имею в виду те, кто работают в Государственной Думе, например, говорят, что идет информационная война, и России нужно защититься от этой войны, нельзя выиграть войну, если ты воюешь в Фейсбуке. В Фейсбуке ты уже проиграл. Поэтому нужно убрать Facebook, нужно убрать Инстаграм. Я уверен, что в каком-то ближайшем времени YouTube тоже будет заблокирован. И, возможно, Telegram. И, возможно, и Telegram, да, будет заблокирован в России. Последний источник информации. Я думаю, что да. Я думаю, что мы придем, Россия придет к тому, да, что все будет заблокировано, все западные альтернативные какие-то социальные сети, все будет заблокировано. Будут только российские, ну и, может быть, какие-то дружественные азиатские или какие-то еще сервисы. Но Россия однозначно сейчас поставила крест на отношениях с Европой. Это, мне кажется, то, что происходит. Да. Кроме того, почему блокируют Инстаграм? Людей хотят изолировать от информации в том числе. Да. В Инстаграме ты спокойно можешь заходить к людям, которые сейчас в Украине, и я подписана на много своих знакомых, у нас всех есть знакомые в Украине, и ты прекрасно, ты можешь получать все свидетельства о том, что там происходит. Если ты видишь, как твои друзья там сидят в подвалах, в больницах, едут через всю страну, чтобы спастись, как ты можешь верить тому, что говорят по телевизору? Никак. Поэтому очень важно убрать максимально эти источники информации. Кроме того, да, российская власть сейчас активно предлагает переходить вот в российские социальные сети. ВКонтакте. Чего мы делать, конечно, не будем. Да, и здесь уже и был вопрос от Рэйчел или Рошель, как правильно здесь будет читаться, не знаю точно. Макс и Юля, у вас есть в ВК? Но у меня есть профиль в ВК, но я им не пользуюсь, и, скорее всего, я его просто удалю, потому что я не буду использовать этот сервис однозначно. Это просто небезопасно. Это не... то есть, понимаете, это странно. То есть, когда у тебя был выбор, когда у тебя была свобода действия в интернете, я помню тот интернет суперсвободный, который был в России в нулевых и в десятых годах. Я как раз, я вырос в этом свободном интернете, когда вообще просто можно было все, что угодно. Это было и хорошо, и в чем-то плохо, потому что я никогда не покупал фильмы, мы всегда скачивали фильмы, мы всегда скачивали пиратское программное, то есть нелегальное, да, нелегально скачивали программное обеспечение и так далее, и так далее. Потом постепенно приходило осознание, что так делать не нужно. Да. И мы за все уже платили. Но это была такая прям свобода, анархия. То есть в интернете была абсолютная анархия, свобода, и это было очень круто. И была свобода слова. Да. Понятно, что так не могло продолжаться всегда. Естественно, должна быть регуляция. Тут вопросов нет. Но вопрос в том, как эта регуляция будет происходить. Да, просто одно дело удалять оскорбления, hate speech, да, что называется, язык ненависти, а другое дело удалять все, что противоречит той точке зрения, которую хотят предложить. Это разный уровень цензуры, очень разный. Да. Так, значит, Passer 7by пишет: Макс, есть ли какие-то российские веб-сайты типа Reddit, которые можно почитать, чтобы понять,
What people think or... чтобы понять, что люди думают, или это зацензурено. Есть, но я не могу точно сказать, какие. Мне То кажется, есть Telegram, паблики в я Телеграме думаю, что самый главный источник я... информации. Нет, нет, это не Reddit, это скорее форум, скорее что-то типа форума, Ну да, где ну, люди могут переписываться, где есть какой-то вопрос, например, там в Украине война или специальная операция, и вот люди что-то пишут, да. А, Возможно, что-то такое есть, но ты никогда не узнаешь. Ну, вернее, ты можешь узнать, но тебе будет сложно узнать, это написал реальный человек или это написал нереальный человек. Ну, я могу сказать, есть два источника. Первый – это vc.ru, vc.ru. мгм. Там часто есть прям топики какие-то, и люди, там в основном про маркетинг, про Ну, бизнес какие-то штуки. бизнес, про технологии, но там люди обсуждают разные вопросы, и, в принципе, можно посмотреть, что люди пишут. Там нет ботов, ну или, по крайней мере, там их меньше. Не надо читать комментарии под YouTube-видео, потому что комментарии под YouTube-видео ты не можешь проверить. Ты не знаешь, это бот, это человек, это тролль или кто это. Поэтому может создаться ложное впечатление, что люди думают так или люди думают так. Если сейчас нельзя понять, что думает большинство, что думает меньшинство. К сожалению, пока это сделать невозможно. Инстаграм, кстати, уже заблокировали на Дальнем Востоке. Да. Это правда. Дэви пишет: большинство русских поддерживают войну. Опять же, я бы очень хотел сказать, что нет, но я не могу, потому что никто не знает. У нас нет этих данных. Есть данные от ВЦИОМ, да, это Всероссийский центр изучения общественного мнения. Такая есть организация. Но эта организация, как сказать, как это выразиться правильно, корректно, как политкорректно это выразить? Политкорректно. Ам, Эта организация дает информацию, дает данные, которые могут не соответствовать действительности. Вот поэтому, Поэтому я бы не опиралась на эти да, данные для принятия решения о том, да, что реально думают данных россияне. нет, нет данных нет. Это однозначно. Поэтому мы не знаем. Мы в нашем с Юлей информационном пространстве, нам кажется, что, конечно, большинство не поддерживает. Но это наше информационное пространство. Да. Так, нельзя сказать, что люди в России не знают. Не знаю, что происходит. Да, не знают, что происходит. Они не хотят об этом слушать, но они знают, так как они знали сразу, что Зару закрывают. Не знаю, не очень понял, Ну, честно. имеется в виду, что много всего закрылось, и люди не могли этого не заметить. Ну да, но это не является для большого количества людей в России. То есть нужно понимать, что Москва, Питер и пару крупных городов – это не вся Россия. Вся Россия не живет так, как живут люди в Москве и в Санкт-Петербурге. Большинство людей живет совершенно по-другому. У них совершенно другие проблемы, у них совершенно другое, не знаю, другие привычки, поэтому очень сложно сказать. Так. Спасибо, Акив. Спасибо, Акив. Юлечка, молодец, тебе пишут. Так, ладно. А так у вас нормальная повседневная жизнь, пишет ACAP.
Сложно назвать это нормальной. Я бы сказал, что ничего нормального в настоящей жизни у нас нету. Вряд ли это можно назвать нормой. Так. Так, никакие слова и фразы не могут оправдать гибель невинных людей. Ой, а что это такое у нас? Подожди секундочку. Разряжается? Да. Сейчас, 1 минуту. Да, сейчас мы Нужно, подключим. да, включить этот самый... Так, ой, Что? нет, все включилось, но просто он мигает почему-то. Все, выровнялось. Выровнялось? Работает? Мгм. Все, отлично. Да, у меня просто разряжался ноутбук. Так. Так, Макси спрашивает, на какие темы вы поговорили. СМИ виноваты, они удаляют нас от реальности и создают разделение с обеих сторон. Майкл, да черт его знает. СМИ виноваты, не СМИ виноваты. Я думаю, что СМИ... Так я не знаю, сложно сказать. То есть Я думаю, что это даже не совсем СМИ можно назвать. Телевидение полностью провластно. ну, телевидение это не СМИ, то есть, Ну, ну, тоже нет, средство массовой СМИ информации. это, да, средства массовой информации, окей, телевидение это, да, СМИ, но просто та информация, которая там дается, она, ну, я скажу так, в России, ну, то есть она абсолютно, ну, она не имеет никаких альтернатив. То есть только одна линия, и все, кроме этой... То есть нет дискуссий, вот. Нет никаких дискуссий. Мгм. Поэтому она абсолютно, ну, я считаю, не имеет никакого смысла просто-напросто, и все. Да. Так, хорошо. Давайте почитаем уже. Мгм. Привет из Словакии пишут. Так. Истван пишет приятные слова. Спасибо, Истван. Это очень классно. Продолжай в том же духе. Так, ну ладно, много очень комментариев, поэтому я думаю, что будет так. Ричард пишет: «Макс, что вы думаете о плане Европы покупать на 60% меньше русского газа через, после, наверное, 2022? Может быть, это изменит то, как люди думают о войне?» Ричард, нет. Я уверен, что та часть людей, которая поддерживает то, что сейчас происходит, цены на газ, Ухудшение качества санкции, жизни. ухудшение качества жизни — это все не поможет. Понимаете, обязательно послушайте мой подкаст. Это будет подкаст номер 180. Он через несколько дней выйдет. Я буду говорить про две части общества в России. И вот одна часть общества, ей очень близок принцип, что мы можем жить очень бедно, мы можем не иметь каких-то дорогих машин, каких-то сервисов иностранных и так далее, и так далее. Мы можем жить просто, но зато мы будем знать, что мы живем как бы по-своему, да, и по-своему может выражаться в разном.
То есть вот это вот какая-то идея для людей, идея, она гораздо важнее, чем материальные блага, чем деньги. То есть это абсолютно не материалистическая позиция. И Я звучит-то хорошо, да, но вопрос только в том, какая идея. Да, это не то, что ну, это просто один из вариантов, да. Это, опять же, очень коллективистский такой подход, когда ты готов пожертвовать, многим ради большой идеи. Это в Советском Союзе то же самое было. Многие люди готовы были пожертвовать какими-то благами, материальными ценностями. Да, у нас плохие телевизоры, да, у нас машины не очень хорошие, и машина это прям вау, вот такое что-то роскошное. Но зато мы, Советский Союз, самые там крутые, да, в чем-то. То есть вот ради какой-то идеи. Для меня это не является ценностью. Для меня это странная идея. Но сейчас получилось так, что эта идея связана напрямую с вот этой военной операцией, как ее называют, да. Поэтому, ну, в общем, я думаю, что, Ричард, да, отвечая на твой вопрос, это не повлияет никак. Не будут покупать меньше российского газа и нефти. Ну что, значит, больше будем продавать в Китай или в другие страны, или что-то еще будет Ну, придумано. пока нам кажется, что будет именно Да, так. нам кажется, что так. Конечно, хотелось бы надеяться, что как-то было по-другому. Все. Так. Мгм. Так. Майкл спрашивает про 25 лет. Никто не прислушался к потребности России в безопасности. Майкл, а что было с безопасностью у России? Ну что, я не понимаю, в чем была опасность, честно говоря, в России. Что на Украине была бы база НАТО, ну и что? И что? Ну, у нас, в принципе, есть граница с Европой, у нас Да. будут базы НАТО в других местах. У нас есть большая, ну, у нас на самом деле граница с Европой у нас маленькая. Ну, будет там база здесь или сейчас база будет, скорее всего, в Финляндии. Ну, будет база, ну, да, и что? Ну, я не понимаю, как это может... Оправдывать. Нет, как это может быть опасностью для России? Ну, есть ракеты, есть ядерное оружие, есть взаимоуничтожение. И правильно, кстати, вчера, по-моему, ты сказала, что, ну, если мы боимся НАТО, ну, то есть если бы НАТО хотело напасть, Что же оно то сейчас не нападает, почему да? оно сейчас не нападает, да? Но если бы НАТО хотело уничтожить Россию, наверное, НАТО бы прямо сейчас воспользовалось этим моментом и просто бы раз и все. Но просто ядерное оружие, друзья, принцип взаимного Как уничтожения. это, стратегическое сдерживание, да? Да, То есть оно нужно для того, чтобы не нападали, не для того, чтобы ты мог его применить, а да, чтобы это гарант того, что, ну, все очень много раз подумают, прежде чем нападут на страну с ядерным оружием. да, И поэтому, просто история как не терпит сослагательного наклонения. Мы да. можем много гадать, что было бы, но мы не знаем, что было бы. Мы имеем дело с тем, что мы вот имеем сейчас. Мгм. Да, поэтому я не знаю, какая там безопасность в России, что нам постоянно говорят, безопасность это как будто новый, не знаю, какая-то новая религия или новая идеология, постоянно безопасность, безопасность, безопасность. Ну, пока я бы хотел быть более в безопасности внутри своей страны. Я внутри своей страны чувствую себя не в безопасности. И не только сейчас, это было и до этого. Вот это проблема. Мгм. Поэтому НАТО это, это десятая Почему, проблема. когда ты видишь полицию, ты хочешь
перейти на другую сторону улицы, хотя ты в жизни ничего не нарушал. Да, то Это есть не норма. когда ты видишь полицию, ты думаешь: "Блин, это и это безопасность, да?" Ну, не знаю, Майкл, я тут с тобой, к сожалению, не согласен. Так, Пиу-миу-миу-миу-миу. Фам-фам-фам-фам-фам. Выходят ли русские на улицы? Да, мы как раз говорили про это в начале. И в Москве, и в Питере, и в Екатеринбурге, и в Хабаровске, в Нижнем Новгороде. Да, это тысячи людей, но лучше послушать начало нашего стрима, мы об этом уже говорили. Вот, Роберт спрашивает, вы думаете об эмиграции из России? Да, мы думаем о том, что, скорее всего, мы на некоторое время уедем из России. По ряду разных причин. Отчасти я говорил в подкасте, как раз в предыдущем, он уже вышел, 179 подкаст. Там я рассказывал нашу с Юлей личную историю. Можете послушать, там есть подробности. Но да, на данный момент мы планируем уехать на пару-тройку месяцев как минимум. И там Да, разбираться. и там разбираться, но все слишком непредсказуемо, поэтому ничего нельзя сказать однозначно. Так, ладно. Ну, как YouTube хорошо справляется со Да, спамом, да? причем разным. Да-да-да, вообще. Так, ладно. YouTube будет ограничен? Я думаю, что да. Пока никакой информации нет, но, скорее всего, YouTube будет ограничен. Да. Роберт Белецкий. А, Это легко сказать. Это очень легко сказать. Если ты хочешь как-то помочь, можешь приехать и попробовать сделать это с русскими людьми вместе, и ты, может быть, тогда поймешь, насколько все непросто. Так. Грант пишет, что получил вид на жительство в России. Ну, Грант, понимаешь, как сказать, каждый человек выбирает то место, то общество, ту часть, скорее даже, общества, где ему комфортно, где он хочет быть. И здесь нет такого, что здесь плохо, там хорошо. То есть ты выбираешь то, что подходит тебе в данный момент. Поэтому в России я не могу сказать, что в России там сейчас что-то плохо. В смысле, ладно, нет, это скажу по-другому. В России, несмотря на все, что происходит, я имею в виду в обществе, в жизни в России, вернее, в такой бытовой жизни России, все равно есть большое количество плюсов и хорошего. И я вообще люблю Россию, и я бы хотел жить здесь, я не хотел бы уезжать никуда, и даже не думал бы об этом. Но Еще 3 недели назад мы даже не да, думали об этом. еще 3 недели назад мы были уверены, что мы будем жить в Новороссийске. У нас свадьба должна была быть в мае. Мы Мгм. думали: "Вау, в мае у нас будет свадьба". Потом мы думали и о других вещах с Юлей Да, в целом вместе. мы планировали, жизнь, а Да, теперь надо у нас были все большие планы в перепланировать. жизни, но сейчас я понимаю, что начинается абсолютно уже новая и другая жизнь. И, в общем, да.
Рон на вокзале в Варшаве. Да, Рон, желаю тебе удачи. Я помню, что ты ехал по важным делам, так что давай, удачи тебе. Так, ладно. Disappointed Englishman пишет, это все из-за Америки, которая нарочно заставила Россию прибегать к войне. Да уж действительно, я не могу понять, как. Это, знаешь, ну, ладно, неважно. Просто неважно. Как можно заставить? Ну что значит заставить? Это было вполне умышленное действие. Причем никто этого не ожидал. В России никто не мог поверить, что будет война. Вообще никто. Представляете, да, мы проснуться утром 24 февраля и прочитать, что началась война. Что в 4 утра Россия... В 5 утра, В 5 утра Россия бомбила Киев. Ну, это что-то из сводок 41-го года, не 22-го. Ну, это был просто шок. Да, я не понимаю, то есть, ладно, ладно, не будем вступать в дискуссии. Давай не будем. Окей, да, это может быть. Так, у нас тоже много пропаганды на Западе, никогда не полная картина. Холли, это понятно, не нужно идеализировать какую-то страну или какой-то регион. Поэтому вопрос не в этом. Вопрос в том, что, во-первых, пропаганда есть везде. Более того, пропаганда, само слово пропаганда, оно сейчас имеет негативную коннотацию, но по своей сути это не обязательно негативное слово. Да, можно пропагандировать здоровый образ жизни. И в этом нет ничего плохого. Пропаганда здорового образа жизни – это хорошо. То есть слово пропаганда, оно не всегда плохое. Поэтому как бы не всегда, то есть что я хочу сказать? Я хочу сказать, что есть какой-то лимит. В информационном пространстве могут происходить разные вещи. Но когда это переходит на уровень 20 века, на уровень вооруженных конфликтов, причем, без каких-то внятных оснований, никто нам не объясняет, почему произошел этот конфликт. Говорят про каких-то украинских нацистов. Друзья, я был в Украине множество раз. У меня есть там множество друзей. Мой лучший друг жил на Украине 2 года. 2 года, по-моему, он жил на Украине. У него была девушка с Украины. Мы общались все вместе. Да никогда я не слышал ни о каких там нацистах. Ну что это Я очень много работала с украинцами и в Америке, и когда я работала на круизных лайнерах, у меня тоже куча знакомых в Украине, русскоязычных, которые говорят там на русском, в западной части Украины, и они, не сталкиваются с какими-то притеснениями. Может быть, какие-то локальные стычки есть, но такое бывает, да? Ну так и в России они есть. Но в том-то и дело, что Россия бы со своим национализмом разобраться. Да. Почему мы не хотим разобраться со своими националистами? Давайте начнем разбираться со своими националистами, а потом уже думать о других каких-то националистах в других странах. Просто очень объясню. Ты сказал, что не объясняют внятно, да, зачем это все. Действительно, есть какие-то несколько причин, которые звучат странно. Такое чувство, что разные там провластные источники делают акцент на чем-то разном, и на самом деле, иногда говорят, вот вы там читаете свои альтернативные СМИ, они там, не знаю, все купленные, они тоже пропагандируют какую-то позицию. Но, друзья,
достаточно критическим взором посмотреть на официальную пропаганду. Там же, ну, Это может быть единственным твоим источником, но просто если надо ты включить критическое просто мышление. если ты, да, начинаешь это как-то осмыслять, то тебе уже все будет понятно. Там нет единой логики. Там просто факты, которые притягиваются за уши, и они противоречат друг другу периодически. Да. Ладно, окей. А, Так. В будущем понадобятся другие перестройки, пишется Леонардо. Леонардо, ну, есть разные мнения на этот счет. Посмотрим, что будет дальше, сложно сказать. Но если мы возьмем историю России и вот такие периоды, которые происходили в России, такие периоды, как сейчас, они уже были. Да? Такие периоды, как сейчас, такие, ну, скажем, такие же ситуации, они уже были. И обычно после такой ситуации через, ну, несколько, сложно сказать когда, но 10, 20, 30 лет обычно все идет вниз, а потом начинается эпоха реформ. Перемен. Да, потом уже начинаются перемены. Скорее всего, не сейчас и не в ближайшие 5-10 лет. Но Но, да, есть гипотеза про то, что мир, извините, я просто из образования, мир очень нестабильный, мир меняется очень быстро, и на те процессы, где раньше требовалось 20-30 лет, сейчас требуется меньше времени. Поэтому, может быть, мы увидим какие-то изменения раньше. Сложно сказать. Да, вот есть Так. такая аббревиатура ВУКа МИР. Вот, возможно, Да. он ускорит какие-то процессы. Так, сейчас еще прочитаем. Так. Сейчас. Секунду. Вы сейчас в каком городе, нас спрашивают? Можешь пока ответить, а я... Мы сейчас в Москве. Мы уехали из Новороссийска, собрали все свои вещи, положили их в машину и достаточно быстро переехали, поэтому пока мы в Москве. Послезавтра куда мы едем? Завтра вечером. Завтра, Уже? да. Черт. Завтра вечером мы едем в Санкт-Петербург буквально на несколько дней, потому что есть разные дела, которые нужно сделать. А там что потом? Потом посмотрим, да? Да, Васив спрашивает: Макс, однажды ты сказал, что ты коммунист. Как ты думаешь сейчас? Ты считаешь себя коммунистом? Нет, Васив, сейчас я считаю себя... Надо какой-то новый вброс сделать. Так, давай, кто там есть у нас? Нет, монархист нельзя. Не надо. Давай. Я Анархист. анархист, да. Сейчас я анархист. Еще одна статья, Да. ну что такое? Васив, я не знаю, очень странно, что многие люди восприняли это серьезно. Это была шутка, которую я один раз сказал в каком-то видео, что Макс... я тогда говорю, что Макс, типа Юля, что-то либерал, а я коммунист. Да, я помню, что что-то такое я сказал в начале видео. Я думал, что все поймут, что это шутка, но очень многие люди мне писали: Макс, ты коммунист, ты коммунист. Тебе Бен предлагает стать декабристом. О, декабрист, Бен, спасибо. Нормально. Да, вот, я декабрист. Теперь я декабрист, друзья. Я декабрист. Несмотря на то, что сейчас март, я декабрист. Вот. Бен, спасибо, ты меня прям... да. Так, хорошо. Там он звезду по имени Солнце цитирует, Остап. Где? 2000 лет война без особых причин. Ага.
Да. Да, Цой жив, друзья. Цой жив. Да, и, кстати, друзья, наверное, уже будем мы близиться к концу, и в конце я хотел бы последнюю вещь сказать такую о том, что у многих были разные сложности с русским языком, возможно, в последнее время. По крайней мере, ну, многие люди мне писали, что у них был период трудности в изучении русского языка, да и вообще в изучении любых языков. И мне хочется тем людям, кому, может быть, тяжело сейчас изучать русский язык, да, нет мотивации как-то вот. Мне хочется сказать несколько вещей. Первое, что русский язык не равно вообще, что Россия не равно власть в России, да. Русский язык не принадлежит власти и даже не принадлежит России. Русский язык принадлежит всем людям, которые на нем говорят во множестве стран. Ам, я также хочу сказать, что есть огромное количество людей, и, по-моему, это самые лучшие люди, которые всегда были такие немножко оппозиционные к власти. Ну, просто по истории. Посмотрите, писатели: Достоевский, Толстой, Ломоносов, какой-нибудь Мандельштам, Мандельштам, да, то есть Бродский, Бродский, этот Булгаков. Булгаков и, господи, да почти все. Кто-то был в ссылке, кто-то был диссидентом, кто-то Был был эмигрантом, эмигрантом, как вынужденным. Набоков. Нет, Набоков не был эмигрантом. Бродский точно был эмигрант. Бродский, А да, Набоков? Бродский. Солженицын. Солженицын, да, Солженицын, много лет да, сидел в да. ГУЛАГе. Соответственно, огромное количество людей было в контрах со властью в те времена еще. И просто почитайте этих людей и вообще посмотрите на них. Это реально одни из самых, ну, мне кажется, лучших людей, кто всегда хотел каких-то перемен, каких-то изменений. Вот, это классно. Сейчас то же Это самое ведь, сейчас да? то же самое. Сейчас в 90-х, 80-е, в 90-е был русский рок, Цой, Аквариум, ДДТ, да, Сплин, Наутилус, там, Сплин. Сейчас это скорее русский рэп, который да, тоже, ну, если это рэп, который, ну, с какими-то интересными текстами, если это действительно талантливые люди, они тоже в оппозиции, многие сейчас уехали, потому что не могут здесь оставаться. да, да. И просто, ну, посмотрите, что говорят, что Борис поют Гребенщиков, Борис да. Гребенщиков, да, Noise MC, например, его последний альбом, Его да, последний альбом, он вышел в прошлом году, но как будто бы вот про это время да. я последние 18 дней я могу слушать рэп, русский рэп, только когда я злая. Вот последние 18 дней я слушаю только русский рэп. И это альбом Noise MC и альбом Оксимирона. Оксимирон, Да, известный рэп. альбом Noise MC называется «Выход в город». Да? Да, да, "Выход в «Выход в город". город». А Мгм. "Оксимирон" — это красота и уродство. Послушайте, это просто песни этой эпохи. Да, это вам рекомендация, друзья. Хорошо, что ж, давайте тогда прощаться. Давайте прощаться. Что вы, друзья, еще, если хотите спросить, то, пожалуйста, спрашивайте. Вот, а, Анжела Сяолong говорит, что я, наоборот, в это время больше хочу изучать русский язык, чтобы слушать других людей о том, что происходит, да, их мнение. Да, многие это говорят. Я сейчас, наоборот, хочу больше и как бы интенсивнее изучать русский язык, чтобы понять то, что происходит. Даже правильно сказать, не понять, а чтобы осмыслить.
да, осмыслить то, что происходит. Потому что, ну, это то, что я буду, друзья, делать в своих будущих подкастах и меньше в видео. Видео, я думаю, что будут более такими нейтральными все-таки. Все, что я думаю и хочу сказать, я обычно говорю в подкастах. Поэтому russianwithmax.com/podcast. Слушайте. И я буду как-то, наверное, что-то менять, наверное, в том, что я говорю, как я говорю, какие-то темы, не знаю. Мне пока сложно сказать, но я чувствую, что вся жизнь как-то начинается как будто по-новому. И я чувствую, что и это отразится на проекте, что, наверное, что-то будет чуть-чуть по-другому, но не могу сказать. Верите ли вы, что Россия когда-нибудь станет подлинной демократией? Честно сказать, я не очень верю в подлинную демократию. Я бы очень хотел, чтобы она была, и мне кажется, что к этому надо стремиться, но я не знаю, есть ли где-то в мире подлинная идеальная демократия. Но тем не менее, верю ли я, что Россия будет хоть какой-то демократией, ну, такой как бы нормальной демократией? Я верю. Я очень хочу в это Я очень верить. хочу в это Я верить, да. хочу в это верить, но Да. я не знаю. Светлая Россия будущего. Да, У Ричарда хорошая шутка о том, что он только что закончил читать шедевр Толстого «Специальная военная операция и мир». Отлично. Отлично. Про Шульман. Эпизод подкаста про Екатерину Шульман. Да, вот что еще можно послушать, это лекции Екатерины Шульман. Да, давай напишем. Я сейчас напишу Давай, ее имя, потому да. что это просто... Это единственное, что успокаивает сейчас. Это она политолог, она больше про законотворчество, да, то есть про принятие законов, но у нее тоже есть четко выраженная позиция относительно происходящего. Она очень хорошо объясняет разные процессы, которые происходят в обществе и вот в текущей ситуации, но при этом ее, ну, очень приятно слушать, и остается какое-то ощущение, ну, то, что все будет Да, хорошо. это правда. Когда мы с Юлей ехали из Новороссийска в Москву, у нас было просто ужасное состояние, ужасное настроение. Мы ехали вот так на машине. Я не хотел ничего. У нас была даже идея уехать в Сибирь, в маленький дом куда-нибудь и жить там. У меня есть знакомые, которые так сделали. Да, и у нас есть знакомые, которые собираются это сделать. И даже, может быть, и мы тоже какое-то время уедем жить куда-нибудь в лес. Но суть в том, что мы слушали Екатерину Шульман, и просто вот так Главное антистресс. становилось гораздо легче. Реально стресс уходил. Поэтому послушайте. Очень интеллектуальный, абсолютно фантастический человек. Я хочу, чтобы она была президентом России. Она не хочет. Ну, я хочу. Так, ладно. Спасибо, друзья, вам за все пожелания. Спасибо за все. О, Господи, что за человек с ником нас пытается что-то высказать, но, скорее всего, From Ensk. все, что он выскажет, будет точно так же, как и его никнейм. Вот, да, поэтому лучше не надо. Да, Шульман в президенты. Я абсолютно согласен. Есть просто люди, которые умеют, ну, которые, не знаю, как это объяснить. Просто которых приятно слушать и хочется слушать, и которые, И чувствуется их колоссальная образованность. да, которые очень образованы. Вот в чем вопрос. Образованные, интеллигентные, со своей позицией. Прекрасно разбирающиеся в том, что как устроен западный мир, как устроена Россия,
понимающий какие-то процессы политические, прекрасно знающий историю России и Европы, цитирующий постоянно Писатели российских, российские. русских классиков, иностранных классиков. Ну, это просто обязательно послушайте. Златан пишет «Come to Serbia». Да, кстати, Златан, или Златан, наверное, это один из возможных вариантов. Так что, Златан, мы тебе потом напишем, если вдруг мы поедем в Сербию, то мы напишем «Златан, мы едем». Ладно. Все, друзья. Спасибо большое. Спасибо большое. Да. А, В общем, до встречи. До встречи.